Привет! Ты на канале Мира Ашут. Здесь мы вяжем интересные и необычные вещи. В этом видео мы будем вязать шикарные, самые лучшие, самые просто невероятные варежки этой зимы. Они из стопроцентной шерсти. Они стопроцентно самые крутые, которые ты могла видеть. Я реально в восторге. Мне хочется в них спать, есть, гулять, делать все, что только можно. В общем, ты их видишь? Ты сама видишь, насколько они прекрасны. Начинаем. Итак, что нам понадобится? Ножницы, один маркер, спицы. Эти спицы называются, по-моему, носочные или чулочные, как-то так. Там в наборе идет сразу 5 штук, а у них диаметр 6. В общем, вот такие спицы. Я купила цветные, ими прикольно вязать. И пряжи. Я пробовала из разной пряжи. Сейчас, минуту. Вот, смотрите, это из обычной пряжи, вот такой семеновской 100 грамм на 100 метров. Но получается как-то обычно. Это как бы, варежка и варежка. Как-то не то. И посмотрите, как получилось вот из этой пряжи. Это варежка из Пинтереста. Я не знаю, я не могу это передать. Это просто «Привет, я супер варежка!» Вы видите, какая пряжа? То есть она прям, как шерсть для валяния. Это стопроцентная шерсть, кстати. В общем, это восторг, это любовь. Вот такая пряжа, вот ее название. Моток стоит 138 рублей в магазине, значит, на Авито она будет еще дешевле. 50 грамм, 50 метров, стопроцентная шерсть. У меня всего изначально было 5 мотков. Из этих 5... Черный просто для примера взяла, потому что она целая, тут название. Из этих 5 мотков я начала вязать первую варежку. У нее оказался маленький размер, я ее убрала. Я связала вторую варежку, вот она. И я думаю, здесь у меня остается на третью варежку точно. Даже, может, и на четвертую. В общей сложности, что я хочу сказать. На варежку, если вы не хотите 5 разных мотков, я думаю, вам хватит 2-3 точно хватит на одну. На 2. На набор варежек вам должно точно хватить 3 мотков. Поэтому можете взять там вот 3 цвета и их чередовать. Может быть, и 2 хватит. Я вот здесь точно не знаю. А я думаю, что сейчас мы свяжем вторую варежку. Я попробую связать еще шапку из остатков. Тогда у нас будет целый набор. Это вообще огонь. В конце узнаем. Что хочу сказать. Я связала вот эту варежку. Она идеальная, на мою руку сидит классно, но почему-то у меня есть такие мысли, что она, когда разносится, может спадать. Вот пока она не спадает, все супер. Но я подумала, что надо вот эту штучку, наверное, провязать длиннее, потому что, когда вот так отгибаю, она сидит очень комфортно. Она вообще не то, что не спадает, ее будут тянуть, не вытянут. Вот с отгибом она как-то намного плотнее. Вот такой отгиб мне не нравится, он тут все перекрывает. Поэтому одна варежка вот у меня такая. Вторую сейчас на мастер-классе я буду вязать с более длинной зеленой частью, отогну ее, и по итогу в конце видео давайте тогда я скажу по своим ощущениям, вы уже для себя сами решите. Что еще важно? Вот этот размер варежки, который мы сейчас будем делать в видео, он на мою руку. И на мне она сидит комфортно. То есть, видите, у меня есть небольшие сомнения, что после долгой носки она может разболтаться, поэтому я делаю отворот, потому что она прям, комфортно, но ничего не стягивает. Давайте размер моей руки сейчас. Так, какая у меня рука? Значит, ее ширина вот здесь. Допустим, от середины я буду стараться, от этого места, да? Отсюда и вот до этого. Где-то 9, да, получается. Ее ширина вот здесь. Просто я к чему? Вы померите свою руку, если ваша рука такая же. Сейчас, 10 получается. 17, допустим. Если ваша рука такая же, как у меня, то вы вяжите так же, как вяжу я. Если ваша рука меньше, чем моя, значительно, там, на сантиметр, допустим, везде, поменьше, то вам, вот смотрите, здесь я набираю на каждую из спиц 7 петель, 7 петель, 7 и 7. Итого всего получается 28. Вам нужно набрать петли кратные 4. То есть, значит, не 7, 7 и 7 вы набираете, если рука меньше, а 6, 6, 6 и 6. И тогда у вас как раз вот так получится, как я вязала здесь. Оно, видите, я одеваю, и оно прям и тут у меня очень плотно сидит. Но мне вот это вот смутило. Вот это мне не нравится. Видите, как на моей ладони растягивается? Но тут максимально плотно. Еще как вариант, если у вас есть разные спицы, вы можете взять спицы диаметром 5 мм, ими связать вот эту начальную часть,
а потом уже переодеть на шестерку и вязать дальше. Тогда у вас получится здесь уже, здесь шире. Но мне кажется, проще сделать с отворотом, как я сейчас сделаю, и все. Да может и так нормально, но просто перестраховываюсь, понимаете? Что, на чем мы остановились? С размером вы поняли, если как у меня ладонь, вяжите, как я сейчас говорю, если ладонь меньше, минус 4 делаете. Если ладонь больше, плюс 4 делаете. Главное, чтобы на 4 спицах у вас было одинаковое количество петель. Я думаю, все ясно. И начинаем вязать, наверное, лучшее, что я когда-то вязала. Итак, давайте начинаем. Значит, мы берем одну спицу, и нам нужно на нее набрать 28 петель. Смотрите, вся варежка в основном у нас вяжется лицом. А вот эти пупырышки — это изнанка. Я покажу все, что это значит. А начало вот это резинка 1 на 1. Здесь, видите, изнанка, лицо чередуется. По идее, она просто более упругая должна быть. Поэтому сейчас мы будем вязать вот такую резинку. Итак, как набираем? Я буду показывать подробно для тех, кто не умеет вязать абсолютно. Поэтому, если вы умеете, наберитесь терпения. Клубок. Кончик от клубка вот здесь. Сколько нитки отматывать, не знаю. Это каждый раз наугад. Если очень много по итогу получится, распустите немножко, заново сделайте. Ну вот пока вот столько мы отмотали. Кладем на большой палец вот эту нитку с кончиком на этот палец. Вот этими пальцами захватываем. У нас с вами получается треугольник. Верхняя его часть, бок и бок. Спицей мы делаем такие захватывающие движения. 1, 2 и 3. Первую захватили. Идем сюда. Захватили. Идем сюда. Захватили. И вот в эту дырочку выводим. В первом наборе у нас получается 2 петли на спице сразу. Дальше у нас будет всегда по одной. Мы кладем, как и лежало. Это уже у нас верх. Все, верх мы больше не трогаем, потому что у нас наверху есть уже, да? Берем эту часть и эту часть теперь. Захватили, ту захватили, в дырочку вывели. Все, уже одна петля получилась. Дальше повторяем то же самое. Захватили, захватили, в дырочку. Захватили, захватили, в дырочку. У нас 1, 2, 3, 4, 5 петель. Всего нам нужно с вами набрать 28. 6, 7, 8, 27, 28. Ну вот, видите, кончик получился достаточно у меня длинный, но ничего. Аккуратно здесь, главное, чтобы они в конце, как у меня, вот так не выскочили. Смотрите за этим. А если у вас, как у меня, ладонь, вы набираете 28, если вы хотите вязать меньше, то вы набираете там 24, у вас будет 6, 6 и 6. Главное, кратное 4. Итак, что мы делаем дальше? Так как у нас резинка вяжется лицо-изнанка, мы с вами чередуем. Мы берем одну спицу. У нас вот есть петля. У этой петли есть передняя стеночка, вот она, которая ближе к нам. И есть задняя стеночка, вот она, дальше нас. И есть вот эта рабочая нить. Когда эта рабочая нить лежит сзади, за спицей, это лицевые петли вяжутся. Когда эта рабочая нить лежит перед спицей, это вяжутся изнаночные. Смотрите, первая петля, мы ее провязываем лицевой. Мы засовываем вот сюда в петлю, берем заднюю эту стеночку, передняя вот она к нам, задняя от нас. Мы ее берем и подхватываем вот эту вот нить рабочую. Подхватили, протащили, провязали лицо. Теперь мы эту ниточку с пальца перекидываем сюда. И здесь мы уже, когда она здесь у нас, мы подхватываем за переднюю, видите, стенку, вот, просто засунули в петлю и подхватили. И провязываем эту нить. Теперь опять назад ее убираем. Но это логично, понимаете, вот вы засунули, куда удобнее. Нам же эта ниточка нужна сзади, мы ее подхватили. Потом сюда ее перекинули, засунули, логично, через это, да, подхватили. То есть просто логика. А почему мы перекидываем то туда, то сюда? Так будет не все вязание. Просто еще раз, у нас же, видите, лицо, изнанка, поэтому мы чередуем. Провязываем вот так вот лицо, да, потом перекидываем сюда и провязываем изнанку. Просто засовываем внутрь дырочки, и либо туда тянем, либо засунули внутрь дырочки, сюда тянем. Все, вообще легко. Что главное, у нас должно быть на каждой спице по 7. Сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас изнанка.
последнее лицо. Главное не путать рисунок. Мы провязали, у нас последняя лицевая. Берем следующую спицу. Тут у нас 7. И вяжем на нее также 7. Если здесь последняя лицевая, значит тут должна быть изнаночная. Чтобы у нас рисунок был одинаковый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили на изнанке. Все, подтянули, чтобы спицы не выпали. Дальше. Берем спицу, вяжем следующие 7. Значит, начинаем с лица, так как закончили на изнанке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Лицо. И еще одну спицу берем, последнюю, 4. Мы закончили на лице, значит, сейчас у нас изнанка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Теперь мы берем, сейчас нам важно разложить этот рисунок так, тот, что мы провязали, чтобы он вот так нигде не перекрутился. То есть ровно должна идти, вот она идет, 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 идет. Дальше смотрим, как нам повернуть, что с ней произошло. Вот идет, идет. И это вот идет, идет. Все, у нас прямая линия получилась, все ровно. Мы собираем из этого квадратик. Вот 2 наших кончика. Мы их завязываем, но завязываем так, чтобы то, что у нас на спице, сильно не перетянулось. Но тут должно быть туго, чтобы не было дырки в вязании. То есть на спице не перетягиваем, но тут очень туго, прям туго-туго впритык. Все это дело завязываем. 1 узел, 2 узел. Эта ниточка нам больше не нужна, она просто остается, чтобы мы понимали, когда у нас провязан круг. Она как бы наше такое мерило. Вот мы провязали до нее, все, круг есть. Это наша рабочая нитка. Вот эту лучше отрезать покороче, потому что, когда она длинная, бывает, что ее можно спутать с этой и начать за нее вязать. Берем это назад, берем нашу спицу, и теперь мы вяжем просто по кругу. Смотрите, у нас есть рисунок, лицо выглядит вот такими косичками, а когда у нас изнанка, там будет вот такая пупырышка. И главное просто не сбиться на пупырышке, не провязать лицо, а на лице не провязать пупырышку. У нас здесь первая лицевая, но ее пока плохо видно, но зато отчетливо видно вторую, где пупырышка, да? Значит, это изнанка. Мы берем с первой, провязываем лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо. Все, супер. И дальше мы вяжем просто по кругу, точно так же. Вот у нас тут лицо, здесь у нас следующее, значит, изнанка. Мы берем, перекидываем и вяжем. Изнанка, лицо, изнанка. Смотрите, вот мы заканчиваем круг, он заканчивается просто, вот мы довязываем изнанка, лицо, изнанка. Мы довязали до нашей ниточки, круг у нас закончен. И дальше мы просто вяжем, как обычно. Вот у нас лицо, как и шло, да? Просто можно запомнить, что первая будет лицевая. И вяжете лицо, изнанка, лицо, изнанка и так далее. То есть, когда вы заканчиваете круг, вы ничего там не делаете, никаких специальных, не знаю, завязок или еще чего-то. Просто вяжете спокойно по кругу и все. Что должно произойти? Вы вяжете круги. Стоп у вас будет вот на этом месте. Вот этот кончик, который здесь болтается, это отсчет круга. Когда вы доходите до этого места, круг закончен. Вот здесь вы не можете остановиться и ввести другой цвет. Это всегда должно происходить здесь. Вот здесь ровный круг. Здесь у меня, считаем по косичкам, 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Вот таких вот. И получилась такая. Здесь я буду вязать шире, чтобы было отворот, чтобы потом по итогу понять, как лучше с отворотом или без, да? Вы вяжете столько, сколько хотите, сами. Мы с вами встретимся вот на этом моменте, когда я буду вводить новый цвет, начинать вязать полностью лицом. Я покажу, как ввести цвет, как вязать лицом
И, ну, и потом дальше. То есть мы сейчас отдельно вяжем вот эту часть. Длину ее вы решаете сами. С отворотом вяжете длинную, без отворота короткую. Это спокойно одевается на руку. Вы вяжете сколько вам нужно. Главное, смотрите, чтобы тут нигде на краю ничего не было, чтобы она не выпала. Отвязали. Ну, сейчас не видно, потом будет видно. Одели, померили, если что, отвернули, сами решили, сколько вам нужно. Сняли, продолжили вязать дальше. Все, довязываем, встречаемся и продолжаем. Итак, девочки, считаем. Я на этом заканчиваю. У меня получается такой нормальный отворот. Больше я и не хочу, все как надо. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 косичек. Я довязала до момента вот, где у меня эта ниточка. Эту нитку я отрезаю той длины, которую я хочу, чтобы у меня вот здесь болталась. Она везде плюс-минус одинаковая. Отрезали, убрали. Следующий цвет у меня розовый. Я беру розовенькую. Теперь смотрите. Чтобы получалась такая пупырышка, один ряд нужно провязать целиком изнанкой. Ниточка у нас остается здесь. Эта ниточка у нас остается здесь. Эту от клубка мы берем, как и брали до этого, просто обычно... Нет. Она остается спереди, это же изнанка. В общем, 2 ниточки болтаются. Мы берем первую петлю и просто обычно провязываем ее изнанкой. Несмотря уже на рисунок, что там у нас лицо, не лицо, косичка, не косичка, мы просто провязываем изнанкой. И дальше мы вяжем все изнанкой. То есть мы назад туда уже вот так не делаем. Все вот здесь. И каждая провязывается изнанкой. Засунули, взяли за переднюю стенку, изнанка. За переднюю, изнанка. Все, по кругу. Один этот круг мы вяжем изнанкой. И у нас с вами получаются вот такие пупырышки. Эти ниточки мы связываем узлом, туго и узлом. Все. И оставляем болтаться. Потом хотите подрежьте, хотите их расчешите, они станут еще пушистее. Хотите оставьте так же. Здесь уже на ваше усмотрение. Ничего не меняя. Просто до конца круга все изнанкой. Давайте тогда провязываем этот круг. В конце, в месте, где наши ниточки, мы встречаемся. И я показываю вам, как вязать дальше. Так, вот мы довязываем последнюю. Уже не надо вязать туго, все, уже началась сама рука. Здесь расслаблено, чтобы все у нас было пышно. Ну, расслаблено не настолько, да, чтобы у нас дыры были, но расслаблено. Особенно вот в этом месте, когда сюда поднимете, здесь вообще не надо стягивать. Смотрите, у нас получается пупырышко, а дальше идет прямо. Пупырышко только в месте стыка цветов. Вот вместе стыка мы вяжем один круг изнанкой, как сейчас сделали. Дальше, вот где ровная, мы вяжем одним лицом. Все, вот мы довязали круг изнанкой. И дальше мы эту нитку уже сзади оставляем. Изнанка у нас была нитка спереди, лицо, нитка сзади. Мы нитку оставляем сзади. Вот это место, когда стык, вы тоже тут узко провязываете, чтобы дыр не было. И мы уже берем за заднюю стенку, вот сюда в дырочку засовываем, за заднюю взяли. И дальше вяжем только лицом. Все. И тогда у нас получается с вами уже ровная лицевая гладь. Мы вяжем этим лицом, также по кругу. Вот сейчас у меня получится вот такая лицевая гладь. Вы вяжете по кругу, столько кругов, сколько вам нужно. Решили менять цвет, изнанкой провязали ряд, у вас получилась пупырышка. Лицом дальше вяжете сколько надо, изнанкой поменяли. В общем, делаете вот так вот. Вяжем, меняем до большого пальца. Что у меня получилось? Вот сейчас я вот здесь, вот эту часть я буду вязать точно такую же. Изнанку провязали. Потом по косичкам я считаю 1, 2, 3 лица. 3 ряда лица я провязала. Меняю цвет. Потом 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Меняю цвет. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. И делаю палец. Вот на этом моменте мы можем встретиться. Еще раз 3 ряда цвет,
5 рядов цвет, 8 рядов. И вот здесь, когда мы провяжем 8-й ряд, мы с вами встретимся и будем вязать палец. Я думаю, вы поняли, да, как вязать дальше. Просто берете. Главное, вот эти вот места, когда спица со спицей встречается, вот эту первую чуть потуже можно, чтобы дыр не получалось. А дальше все прям слабенько. Ну, слабенько, комфортно слабенько. Надеюсь, вы меня понимаете, да? Не в смысле, что вы там растягиваете, и у вас дыры огромные, а просто уже ничего не натягиваете, чтобы вот эта пышная пряжа, она никак не стягивалась, да, а ее текстура осталась. Она же воздушная. И этот воздух тоже должен в вязании проглядываться. Все, одним лицом по кругу. Раз, 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 раз. И варюшка готова у нас. И мы пойдем в ней гулять на мороз. Ла-ла-ла-ла-ла. Поняли, да? Что певец из меня не очень. Так. Ну, главное, с душой, что? Провязали, все. И лицо дальше. Ну, я просто вяжу этот круг, чтобы вы поняли. Потому что вдруг вы что-то не поняли. И все. Второй круг у нас начался. Потом я третий провяжу и буду менять цвет на серый. Давайте, около пальца мы встречаемся. 3, 5, 8 и встречаемся. Сейчас говорила 3, 5, 8. Вы еще поняли, да, что между ними вот эти ряды со сменой цвета. Их я не считаю. То есть 3 ряда смена цвета, 5 рядов смена цвета, 8 рядов. Провязали 8-й ряд, встретились. Когда, ну вот я 3 ряда провязала, также отрезаю примерно такой же длины. Просто хотела бы, да, показать, что смена цвета у нас происходит точно так же. Мы берем цвет, только уже ее кладем. Ну также и кладем, это же у нас изнанка. Кладем сюда. Ну, все то же самое, как я вам вначале показывала. Узелки мы потом завяжем здесь. Все завяжем. И просто... Я 3 розовых сейчас сделала, все, и у меня ряд ввода цвета изнанкой. Ну ладно, я думаю, вы все поняли. Вы у меня уже такие умницы. Мы же с вами столько связали. Рыбки вы мои. Ладно, давайте. Смотрите, я довязала 8. Сейчас мы будем делать большой палец. Что здесь важно учитывать? Вот эти вот штучки у вас с этой стороны, да? Сейчас вот у меня вязание закончено тоже вот здесь, да, в этом же месте. Большой палец на этой руке мы будем делать вот на этой спице. То есть мы провязываем одну целиком спицу, провязываем здесь 3, и вот эти 4 закрываем. Но когда мы вяжем для другой руки большой палец, я сейчас буду его вязать, то мы это делаем вот на этой спице, потому что у нас получается другая рука уже вот здесь вот большой палец. Поняли, да? То есть на одной варюшке вы закрываете вот здесь вот. Вот эту вяжете целиком лицо. Тут 3 провязываете, 4 закроем. Как закрыть, я покажу. Когда вы вяжете для этой руки, вы провязываете эту целиком. Потом сразу закрываете 4 и провязываете 3. Давайте сейчас я буду вязать вот для правой руки. Мы это сделаем вместе. Итак, 8 ровно косичек у меня здесь провязано. Если у вас сейчас в нотях видны дырочки или еще что-то, она подрастянется, из нее пух повылезает, и она станет вот как это. Видите? Лучше намного. Кстати, насчет... Ну ладно, потом покажу. Давайте. Мы вяжем первую спицу целиком, все 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали первую спицу. Мы провязываем вторую спицу, да, если для правой руки. Если для левой, то мы только 3 провязываем и закрываем. Но я вяжу для правой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это мы провязали зад, и вот у нас место пальца наступило. Мы с вами снимаем 4 на спицу, ой, на маркер,
Просто вот так. 1, 2, 3, 4. Сняли. И смотрите, как мы здесь сделаем. Вы берете нитку, вот так вот ее, видите, она просто наискось перекрестилась. Вы набираете сюда 4 вот такие петли, которые мы тут убрали. 2, 3, наискось, 4. Эти 4, которые вы сделали, вы одеваете на новую спицу. Ну вот давайте с этой стороны, так удобнее. На спицу рабочую, как будто мы их уже провязали. Мы просто на нее сразу не набирали, потому что было бы большое расстояние между петлями. Ой-ой-ой. Блин, сорян. Давайте заново. 1, 2, 3, 4. Передеваем вот на эту нашу рабочую спицу. Их аккуратно, чтобы они не распустились. Все эти 4 петли. Переодели. И дальше, вот как будто мы их, получается, здесь уже 4 провязали. Вот тут не растягиваем их сильно. Они как будто провязаны. И дальше нам нужно довязать вот эти 3. Туго здесь, никаких дырочек между ними не делаем. Лучше потуже прям. 1, 2 и 3. Все. У нас на этой спице опять 7 петель получается, и вот здесь вот эта петля у нас закрыта. Дальше мы довязываем этот круг. Ну, давайте вместе довяжем. Это правая рука так делается. Сейчас я покажу, как делается левая. Там чуть иначе. Лучше я вам покажу, чтобы вы не спутались. Смотрите. Вот мы закончили круг, нам нужно с вами для вот этой варежки, ну и для другой, провязать еще один круг. И давайте я вам на этом моменте, как раз мы сейчас будем провязывать круг, я вам покажу, как делать дырку для левой. Дырка для левой у нас должна быть вот завязки, вот здесь вот, на этом месте. Давайте покажу, как вязать дырку для левой. Но круг этот нужен в любом случае, да, вы поняли, поэтому вяжем его. Итак, первая спица. Так, ничего не стягиваем. Делаем все достаточно широко. Первую провязали. Вот здесь дырка у нас для левой руки. Смотрите, как делаете, когда будете там делать. 3 вы провязываете. 1, 2, 3. 3 провязали. Эти 4 вы одеваете на маркер, просто переснимая, да. И вместо них вы вот на эту спицу дальше также набираете. Поняли? 1, 2, 3, 4. И все. И потом уже это у вас на маркере остается, и вы замыкаете круг вместе с этой спицей. Ну, как обычно вяжете, да? Я надеюсь, что вы поняли. Так, ну а здесь мы продолжаем. Это у нас правая спица, нам просто нужно провязать круг. Левая намного легче набирается. Я вам со сложной правой показала, потому что у меня левая уже есть, на левой вообще. Вот мы дошли до этих набранных петель. Это место мы сейчас должны провязать туго, потому что у нас и так тут набор, и так дырка. Надо прям туго вот эту нитку вытянуть, чтобы место соединения было плотное. Все, провязываем эти 4 и 3 наши обычные. Мы вяжем этот круг до конца. Ну вот у нас сейчас закончится. И сейчас я вам на примере той уже связанной варежки покажу, что мы делаем дальше. У меня уже, по-моему, потемнело, да, слишком на улице. Вам, наверное, тускло. Сейчас я пойду лампу принесу. И мы снимем уже с искусственным светом. Вот, конечно, минус зимы, да, то, что в 4 уже просто ночь. Ну ладно, не нам жаловаться, где-то ночью и целыми днями. Так, вот мы провязали круг. Сейчас мы вводим белый цвет на этом месте. У меня после пальца получается 1, 2.
Сейчас проверю на всякий случай. Нет, мы провязываем еще один круг и потом вводим цвет. Поняли? Вот сейчас у нас есть один розовый, мы делаем еще один розовый, потом вводим цвет, потом у нас 2 белых, вводим цвет, потом у нас 1, 2, 3, 4, вводим цвет. А у вас может быть другая синхронность. Я к чему говорю? Вот с этого момента, вот с этого мы начинаем делать убавки. После пальца сейчас вы можете вязать как хотите и как угодно менять цвета, как у меня, не как у меня. Главное вместе провязать убавки. Откуда у вас начинаются убавки? Они начинаются вот с этого места. Вот у меня вот тут палец сгинается, на месте сгиба у вас должна быть вот эта штука. Вот на этом месте, после вот этих косточек, ну вот где они сверху, прям над ними, вот тут вот, ну или на них, вот эта вот штучка должна быть. То есть вы вяжете прямо вот до места, вот вы согнули вот до сюда. До этого места вы вяжете прямо, как угодно, любой расцветкой. После этого мы сделаем с вами вместе вот это вот сужение. Что еще важно? У меня, когда я вязала сужение, казалось, что оно где-то вот тут заканчивается и пальцы не натянутся. Но когда я соединила и одела, все было ровно. То есть не переусердствуйте, не делайте намного выше кости, потом сужение. Надо, когда вы закончите, чтобы у вас, как будто вам казалось, еле-еле до конца доходит все. Потому что вы, когда сошьете, чуть-чуть поносите, оно потом расширяется все это само. И также с пальцем. Палец вы вот это должны, у вас вот это место должно дойти в итоге прям, ну вот до сюда. Вот до этого места у вас дойти оно должно быть розовое, когда вы начинаете палец вывязывать. Потому что палец, вот он. Вот у меня это место прям ровно. И вот у меня начинается мой палец. Вот я здесь сейчас держала. Поняли? И у вас розовая должна дойти до сюда, чтобы был просто палец. Поняли? Мы вяжем как угодно, любыми. Как у меня, я вам рассказала, сколько чего. Вы вяжете как хотите. Главное, вот на этом месте сгиба мы останавливаемся. На этом месте вводим другой цвет. И когда мы ввели этот цвет, я включаю, и мы вместе делаем вот эту убавку. Мы начинаем сокращать. Смотрите. Мы должны положить наше вязание так, чтобы вот это наши завязочки были сбоку. С этого, либо с этого, неважно. Ниточка тоже здесь, завязочки сбоку. Сокращать мы будем с этого бока и с этого бока. И сокращать мы будем, брав одну петлю с этой спицы, одну петлю с этой спицы. То есть вот соединяя эти две петли, либо эти две петли. Давайте. Всего у нас будет 4 сокращения. Они будут происходить у нас через ряд. Чтобы нам сократить здесь сейчас, нам нужно вот эту первую петлю просто переснять, потому что мы потом ее сократим, когда круг будем заканчивать вместе вот с этой петлей. То есть ее нужно просто взять и переснять на спицу. Сейчас мы ее не провязываем, мы ее просто снимаем. Дальше мы вяжем лицо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Одна у нас просто снята, потому что мы ее потом сократим. Ну, сейчас увидите. Вяжем здесь. Смотрите, здесь у нас будет сокращение. Нам нужно будет провязать вместе эту и эту петлю. Поэтому мы вот эту петлю переодеваем сюда, чтобы можно было их две вместе провязать. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот у нас остается здесь 2 петли, мы провязываем их вместе. Все, провязали. С этого бока мы сделали сокращение. Теперь мы разворачиваем, и нам нужно делать сокращение с этого бока. Мы вон ту одну петлю, которую сюда просто перекинули, помните первую? Мы ее берем и перекидываем сюда, чтобы сократить 2 крайние петли. Вяжем по кругу. Эту мы вяжем просто. С этой стороны у нас уже есть сокращение. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. А здесь мы делаем сокращение. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5,
6. И 2 оставшиеся петли мы провязываем вместе. Вот мы их взяли и провязали вместе. Все, развернули. Теперь, сейчас этот круг мы провязываем просто, ничего не сокращая. Сокращения у нас чередуются через ряд. Просто вяжем обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Будем вязать вместе, чтобы вы видели, сколько у меня на каждой спице. У вас должно все сходиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Вот эту часть мы провязали. Теперь вторая сторона. У нас будет также 6 и 7 здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Круг закончен. А теперь в этом ряду у нас опять убавки. Но смотрите, у нас здесь осталось 7 и здесь осталось 6. То есть мы сейчас будем перекидывать с вами наоборот. Отсюда сюда и отсюда сюда. Давайте мы сразу это сделаем. Отсюда одну мы забираем. Делайте так же, как и я. И сейчас мы провязываем их вместе. Мы вот сюда и вот сюда засовываем и вяжем лицо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас с этого бока все, убавка уже произошла. Мы его не будем делать. А здесь мы отсюда, вот сюда забираем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас на каждой спице просто должно сейчас по 6 в итоге получиться. А здесь мы делаем убавку вот с этого бока. Мы провязываем эти 2 вместе. Мы вот ее перекинули сюда и 2 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы уже убавку сделали на начало, перекинув, поэтому мы просто провязываем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Теперь мы провязываем круг, ничего не убавляя, просто на каждой спице у нас будет по 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последнее.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, мы сделали с вами 2 ряда с убавками, нам осталось еще 2. В этом ряду у нас тоже будут убавки. Мы делаем здесь убавки, как делали изначально, вот здесь и вот здесь. Для этого мы сейчас одну отсюда перекидываем на заднюю спицу, чтобы ее в конце убавить. И провязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Здесь мы одну забираем сюда, чтобы убавить. И провязываем. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. 6. Все. А здесь мы опять провязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы делаем убавку в конце. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 делаем вместе. Все. Сейчас мы провязываем просто круг. У нас будет 5, 6, 5, 6. Убавок никаких мы не делаем, просто вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем. Продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5. И последние 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Теперь у нас последние убавки. Мы делаем вот эту заднюю, перекидываем сюда, провязываем их вместе. У нас теперь на каждой должно получиться по 5. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Отсюда одну мы перекидываем сюда назад. Все, у нас осталось на ней 5. Мы их тоже просто провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали. Здесь мы делаем сразу убавку. 2 вместе. Убавили. 2, 3, 4, 5. И последние 5 мы просто провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5. Все, у нас на каждой теперь получилось по 5, и нам осталось провязать последний круг, и мы будем закрывать варежку. 1, 2,
3, 4, 5. Следующие 5. 1, 2, 3, 4, 5. Следующее. На каждый здесь по 5. 1, 2, 3, 4, 5. И последнее. 1, 2, 3, 4, 5. На этом у нас закончено. Смотрите. Когда одеваешь, кажется, что у тебя торчат пальцы, да, что прям тут много осталось. Мне, когда я делала первую варежку, так же казалось. А потом я закрыла, она натянулась, еще я чуть-чуть не походила, и все вообще отлично. Там я даже до верха пальцами не достаю. Поэтому эта шерсть, она может вообще растянуться. Ее не надо слишком большой делать. Вот так вот прям окей. Вы вот так закройте. Она у меня не сильно натянута, но натянута. В общем, у вас также должно получиться. Теперь самое сложное из всего, что было в этом вязании, нам нужно вывернуть ее наизнанку. Если что, вы можете просто передеть все вот это на нитку, потом обратно просто по 5 разделите, 5, 5, 5, и вывернуть наизнанку. В общем, как угодно, но это должно оказаться вывернутым. Я на той варежке делала это примерно таким способом. Я как-то взяла, ну типа... Вот так вот 2 кончика сейчас. Вот кончик я взяла. Вот кончик. Их там я держу. Потом вот этот кончик туда же засунула. Я там рукой его, видите, весь держу. Я схватила их рукой. И вот этот кончик. Я там их все пальцами держу. Потом я рукой вот так все это подхватила. Видите, я прям держу вязание. Я вязание само держу. И теперь надо как-то так же аккуратно. Знаете, как, наверное, тут взять эти кончики пустые. С этой стороны. Да, я схватила все кончики, чтобы у меня ничего не вывалилось. И по одному может. А да, оно в целом, если и вывалится, понимаете? Понятно, все, по 5 надо насунуть. Главное не распустить. Вот один. Вот второй у нас. И вот 2 этих красавца сейчас. Раз, раз. Все, мы вывернули все это наизнанку. Мы огромные молодцы. Везде у нас по 5 осталось. Вот она. Ее чуть-чуть вытаскиваем. Отрезаем. Все, моток нам больше не нужен. Нам нужна только одна наша ниточка. Она у нас вот здесь. Значит, это у нас бок. Сейчас поймете, что мы делаем. Вот мы их вот так сложили. Вот, все, вот наш бок, вот наше вязание. Теперь смотрите, как здесь удобнее сделать. Нам нужно сейчас будет вязать вот эти 2 спицы задние, они нам пока не нужны, вот передние. Нам нужно будет вязать по одной петли с этой, по одной с этой одновременно. То есть эти 2 вместе, эти 2 вместе, эти 2 вместе. Чтобы их удобнее было вязать, мы просто на одну спицу их сейчас переоденем и чередуя. Мы снимаем сюда эту петлю, обратно, эту петлю, эту петлю, эту петлю, эту петлю, эту, эту и вот эту. Все. Эти мы переодели. И теперь точно так же мы переоденем сейчас вот эти петли. Тоже все на одну спицу. А потом все вместе закроем. Это, 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 это,
Так, все, теперь берем одну спицу и делаем следующим образом. Мы берем 2 петли, 1, 2, и провязываем их вместе. Провязали. Снимаем. Туго все это делаем. Берем следующие 2 петли. Вот 1. Ну вот они, 2 петли здесь. Провязали 2 вместе. Сняли. И теперь вот эту вот мы перекидываем через эту. Все, вторая у нас осталась, первую мы сняли. Продолжаем все это делать до конца. 2 петли вместе. И неудобно просто. И снимаем. Все, доделываем до конца, давайте в конце встретимся. Вот я довязала последнюю, сняла ее, потом просто вот так вот вытаскиваю ее, затягиваю. И здесь пропускаю через ниточки. И завязываю пару узелков. Все, потом я обрежу кончик и готово. Давайте тогда заканчиваем здесь, начинаем вязать большой палец, и варежка у нас готова. Вот смотрите, я вывернула, и когда первый раз выворачиваешь и одеваешь, ты как будто пальцами чувствуешь этот шов. Но вот эту вот я уже ношу несколько дней, да, и здесь я до шва даже не достаю, то есть она реально расширяется. Вот видите, это прям кажется меньше, чем вот это, но сейчас пару каких-то носок, да, и она станет больше, и шов станет как будто дальше. Все, поэтому все окей. А теперь мы вывязываем палец и идем играть в снежки. Что нам нужно с пальцем? Эту мы снимаем аккуратненько, передеваем все на спицу. У нас получается 4. Сверху у нас тоже будет 4, и по бокам у нас будет 2. Как это сделать? Мы берем нитку. Мы берем нитку, которая нам нужна. Здесь как бы у нас уже ряд есть. Следующий ряд здесь. У нас сбоку будет 2, но лучше вот за эту, которая такая длинная, не брать, потому что тогда у нас будет еще больше дырка эта натянута. Надо как-то по-другому здесь сделать. Вы сами придумываете, может, вот за косичку вот здесь вот, да. Вот так вот берем. 1. И следующую косичку 2. Взяли. У нас есть 2 с этого бока. Видите, просто я брала, ну, за косичками. Теперь верхушечка у нас. Я беру также за 2 ниточки. Тут как бы нету ничего такого точного. Вы как взяли, так и взяли. Просто должно быть 4 сверху и 2 по бокам. И не за крайние ниточки, чтобы, ну, у вас вязание не растянулось. Вот я нахожу такие, видите? И подхватываю. Все, на одинаковом расстоянии. И 2 с этого бока мне нужно взять. Я также не за крайние беру, а чуть подальше. 1. Ничего такого я там одинаково не выискиваю. 2. Все. Еще раз, у меня получилось 4, 4, 2, 2. И теперь мы вяжем. Первый ряд мы вяжем изнаночный. Чтобы у нас... Первый ряд мы вяжем изнаночный, чтобы у нас получилась пупырышка наша. Мы провязываем 1, 2, 3, 4. Здесь вот эту ниточку потом надо будет завязать потуже, чтобы она
плотно было. 1. Первый ряд, да, неудобно. Ну и в целом палец узкий, не очень удобно. 2. Следующий. Один, 2, 3, 4. Следующее 2. Последнее. Здесь у нас уже круг заканчивается не там, где ниточка болталась, а вот здесь. 1, 2. Поняли? Здесь круг заканчивается, потому что здесь же были розовые набраты, и получается тут у нас как бы начало набора. Эту можно ниточку вообще убрать вовнутрь, чтобы она нам не мешалась. Главное ее потом завязать, а то у нас здесь, где мы ее ввели, будет дырка. Все, теперь вяжем просто по кругу лицевыми, вывязываем ту длину пальца, которая нам нужна. Но главное помним, мы должны довязать не до конца пальца, а где-то вот до сюда, потому что оно потом натягивается все еще. Ну, давайте. Все, лицом вяжем. 1, 2, 3, 4. Раз, 2. Главное вот здесь, вот знаете, где переходы между спицами, вот эти места, тут дырки большие не делайте. Здесь лучше вот эти первые петельки, ну прям плотненько делать, чтобы между ними дырок не было. 1, 2, 3, 4. Раз, 2. Все, делаем вот так по кругу. Когда я вывяжу нужную высоту, я включу. Так, смотрите, я довязала круг, у меня получилось 10 косичек. Все, я остановилась вот в этом месте. Круг, помните, у нас тут было 4 изначально розовых, и перед ними получается у нас начало и конец круга. Все, я провязала. Эту ниточку я отрезаю небольшую. И сейчас мы будем закрывать. Я одену на иголку, но если у вас нет иголки, вы можете это сделать с помощью крючка. Если нет крючка, то руками. В общем, как угодно. Суть в чем? Нам нужно продеть ее во все вот эти петельки. По кругу прям. А когда я вязала палец, я вот как здесь, никаких убавок на пальце не делала. Я просто вязала по прямой, по кругу. 4, 2, 4, 2. Все. Все. Так, теперь мы берем. И сейчас мы все это вытащим наизнанку. Иголку туда с ниточкой. Ниточку там берем. И сам палец. Тоже туда. Кстати, вот эту нитку нам надо не забыть затянуть около пальца. Все вот это наизнанке. И просто через какую-то ниточку проводим. И завязываем здесь узел. Все, один и второй для надежности. И точно так же здесь проводим, завязываем узел, отрезаем. Теперь, как мы и планировали, давайте сравним. Вот одна варежка. Вот варежка без отворота. Ну, зрительно мне, конечно, короткая больше нравится. Давайте эту отвернем. Да в целом они нормально обе держатся. Наверное, можно даже не заморачиваться и вязать вот так. Я не чувствую... Ну нет, это поплотнее. Короче, с отворотом, да, чуть плотнее. Вот я его отвернула. Решайте сами, выбирайте сами, как вам, что вам нравится.
Мне нравится и та, и та. Они, по-моему, вообще просто прекрасные. Еще знаете, что я хочу сказать? Я к этим варежкам сейчас сделаю веревочку такую, которую через куртку продену, потому что для меня все-таки варежки ассоциируются именно с тем, чтобы они болтались на нитке, на рукавах, знаете, когда ты их снимаешь, они у тебя болтаются. Хочу показать, осталось очень много пряжи, то есть 2 мотков точно хватит на 2 варежки, можете их брать и смело. Из-за этого я сделаю шапку какую-нибудь прикольную, в следующем выпуске, наверное, ее вам и покажу. Ладно, до новых встреч, мы, как всегда, с вами молодцы, у нас шикарные варежки, мы будем в них гулять эту зиму. Пока-пока!